Здравствуйте еще раз, я Сергей Цветаев, писатель, публицист, колумнист РТ, шеф-редактор проекта «Эра», флагманский проект медиа-агентства «Аврора». Я занимаюсь там и ежедневной культурологией, и ежедневными смыслами. И вот мы сегодня будем говорить про смыслы. Конечно, тема лекции «Джаз, разрешенный Сталином», «Сталинский джаз» — это, конечно, в чистом виде провокации, профанации, ни одного слова о джазе сказано не будет. Ха-ха. Дело вообще не в джазе. Джаз не имеет отношения к текущему моменту, по большому счету, никакого. Речь будет идти о величии советского проекта культурологического, который мы сегодня не только не можем осознать, мы даже взглядом его охватить не способны. То есть это нечто, что находится в принципе вне сферы восприятия современного человека. Это вот абсолютное медицинское утверждение. Дело в том, что для того, чтобы понять это хотя бы в первом приближении, надо представить себе такую картину. Вот вы являетесь владетелем некоторого домохозяйства, и у вас это домохозяйство представляет собой осажденную крепость. Одновременно вы имеете неприятные взаимоотношения с десятком соседей. Кто-то вам в окно стреляет, кто-то подкоп делает под дом, кто-то еще что-то. В течение, в принципе, всех 24 часов изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год вы занимаетесь отражением этого нападения. При этом у вас полный порядок в огороде, вы увеличиваете посадочные площади. И еще, конечно, ведете технический ремонт, наращиваете арсенал и еще занимаетесь культурой. То есть вот внутри вот этой осажденной крепости, посреди огорода у вас там типография, детский хор, утренники, люди приезжают, всякие там симфонии пишут и так далее. То есть происходит совершеннейшее безумие. Вместо того, чтобы либо сдаться, либо пойти поубивать всех вокруг, вы занимаетесь, так скажем, поддержанием странного, нигде в мире не виданного доселе статуса стратегической обороны. Просто примите этого внимания. Такого статуса вообще не существует. Он реализовывался лишь единожды в жизни. Стратегическая оборона и внутреннее развитие максимально ускоренными темпами. И вот в таком режиме, в таком ритме жили большевики, да, про которых сказано, что течет вода, ну там Кубань, в любой реки, куда велят большевики. Что это было такое? Это была неимоверная, первая в истории человечества попытка выдернуть огромную массу населения, тотально необразованную, тотально. Надо понимать и помнить всегда, что большевики получили Россию с грамотностью, не превышающей 16% от общего числа. 16% умели читать и писать. Из 16% те, кто умели читать и писать, плохо понимали, что они читают, еще меньше понимали, что они пишут. Все рассказы о том, что великая русская литература легла в основании великого русского человека до большевиков, это совершеннейший бред и абсурд. Потому что никто из этой огромной массы не знал никаких Толстых, Гоголей, Некрасовых, Пушкиных, Лермонтовых и Солженицыных. Люди вообще ничего не читали, кроме церковного календаря и, возможно, каких-то изводов общехозяйственного годового календаря крестьянина. Ситуация была патовая, абсолютно. Мы отставали настолько, насколько, в принципе, могут отставать египетские пирамиды от космических кораблей. Большевики. Про джаз все будет, не переживайте, более чем. Большевики, которые не имели никаких догм, их обвиняют в чудовищном догматизме, никаких догм у них не было, не боясь ничего, последовательно решали несколько задач. Первая задача — научить людей читать и писать. Ну уж про гигиену, это не тема сегодняшней лекции, об этом я говорить не буду. Какие силы были брошены и какие деньги на то, чтобы люди начали мыть руки. Я думаю, никто из вас даже близко этого не представляет. Это не в том величие моих речей, что я это представляю. Нет, оно лишь о том, что я пришел в состояние тихого ужаса, когда узнал, какие силы были брошены на то, сколько денег, средств, людей
комсы, как ее называли, да, активного комсомола молодежи, на то, чтобы заставить страну мыть руки. Это просто надо понимать. Надо понимать всегда очень четко, где мы были и куда мы пришли за 20 лет, к 1937 году. Почему к 1937 году? Не потому, что в 1937 году всех убили, а потому что тема лекции нашей с этим совпадает, потому что в 1936 было задумано, в 1937 фактически осуществлялось и создавался Госджаз СССР. Вот по прямому личному указанию Сталина. Как он осуществлялся, все расскажу. Так вот, последовательно решалось несколько системных задач. Задача научить читать и писать, задача научить воспринимать книжную грамоту, это значит покупать книги, приносить их в дом. Задача стать народом библиотечным, клубным, то есть ходить куда-то и прочитанное обсуждать, и находить единомышленников, и впитывать в себя то, что думают другие люди. То есть это задача системного, глубокого, осмысленного общения и мышления. И вот на этом этапе и начинается уже где-то через 10 лет после революции, даже раньше, лет через 7-8, начинается вот этот вал культурологический. Он нарастает, возникают многотомные собрания сочинений, издаются классики, начинает готовиться к изданию иностранная литература. И тут особенно важно понять про иностранную литературу то, что вот опять же большевики ничего не боялись, ничего. Любая классика, любая мировая история, древние, средние века, все что угодно, все, что работало на просвещение, все, что лежало в основании человеческой цивилизации, все положительное, инквизицию мы не берем в расчет и так далее, все, что делалось именем Божьим, мы оставляем тому старому свету. Все это большевиками сублимировалось и превращалось вот буквально в питательную массу. Все это вбрасывалось в население в неимоверных количествах и практически в смертельных дозах. Потому что вопрос роста внутреннего был настолько очевиден и настолько властью внедрен в сознание и в общее информационное поле, что не расти и не совершенствоваться было практически невозможно. Это не означало, что ты становился изгоем. Нет. Это означало, что ты выпадал из поезда на полном ходу. Ты не держал нить времени. Это же подкрепляется огромным тиражом газет, журналов, первых, да, не такого качества, как это будет перед войной, как это будет уже после войны. Но все эти основы уже заложены. То есть начинается настолько стремительный рост, который можно увидеть только в мультфильмах. Да, когда сеют поле, и оно на глазах у тебя начинает всходить, буквально. Вот этим занимались большевики. Это надо четко знать, понимать и помнить. Потому что в нынешнем мутном инфопотоке им приписывают все, что угодно, кроме того, что они делали. Прекрасным и, так скажем, апокрифичным текстом, который определяет эту деятельность, является, вот не устаю повторять, можно по-разному к этому относиться, письмо Прилепина, как бы от российской либеральной общественности товарищу Сталину. Это замечательное совершенно письмо, где все, что только можно, все высказано. О том, что ненависть к Сталину, как к тому, кто, собственно, создал этот мир, поставил его на ноги и укрепил, она запредельна, она будет только расти. Вчера было 100 лет Фиделю. Фидель Сталина перечитывал вдоль и поперек, не считая других классиков, и Ленина тоже. Фидель говорил про Ленина, что Ленин выдержал такое количество гладиаторских боев, которые не выдержал в жизни ни один настоящий гладиатор. И практически из всех вышел победителем. Фидель — это такой серьезный нравственный ориентир. Он, кстати говоря, на Кубе серьезно будет джазом заниматься и создаст несколько таких крупных, мощных коллективов. Это уже другая история. Так вот, большевики сублимировали всю мировую историю, не опасаясь того, что она имеет буржуазные корни, религиозные корни, эзотерические корни, какие-то антисмыслы, что во многом то, что
начало печататься и готовиться к изданиям, имело под собой совершенно нематериалистический взгляд на мир. Ну, Гомер — это же не материалистический взгляд на мир. Упанишады — это не материалистический взгляд на мир. Ничто не являлось препятствием, ничто. Сейчас, понимаете, сейчас при огромном информационном потоке понять это сложно. Это сложно вот понять, это нужно воспринять внутри, это нужно иметь как такое зерно веры. Понимаете, нас мало, чрезвычайно, тех, кто мыслит и способен осознать величие этого проекта. Но дело и в том, что нас мало для того, чтобы мы смогли это передать. Я с полной ответственностью всем вам здесь сидящим говорю, что я знаю людей возраста 15-16 лет, которые реально являются марксистами. Реально. И они читают эти книги, они понимают, что тогда было, и происходит самое главное, что и должно происходить. Вот когда мы все умрем, здесь сидящие, а это неминуемо, наступит этап окончательной сакрализации советского проекта. Окончательной сакрализации. Потому что любую идеологию победить можно, любую, а веру победить нельзя. И то, что сакрализовано, и то, что имеет под собой не только мистическую, но и реальную форму воплощения в жизни, долгую, длительную форму, которая была определена огромными экономическими, культурными, социальными проектами, это стереть уже нельзя. И надо помнить всегда, что советская власть прожила не 70 лет. Это огромное спрессованное время, которое равновесно, по крайности, 4 векам дремучей царской России. По меньшей мере 4. Это не 70, это 400 лет, если не больше. Потому что то, что мы пробежали за 70 лет, включая наше оглушительное падение, которое повлекло за собой обрушение половины мира, вот просто сегодня вечером, ночью, осмысляя то, о чем мы с вами сегодня поговорим, вспомните про Фиделя, которому вчера 100 лет исполнилось. Вспомните, подумайте о том, как они выживали все то время, когда рухнул Союз. И не только он. Не только он. Все это от замысла до воплощения и до обрушения есть одна великая неразделимая история. В ней нет отрицательных и положительных сторон. В ней есть ген, который теперь растворен в нас. Мы единственные в мире носители этого гена. Единственные. Это ген отсутствия согбенной спины. Мы не являемся ничьими рабами. Ничьими. Это принципиально важно. Вся ставка Сталина, вся культурология, сейчас к джазу перейдем, все то, что он делал, было направлено на то, чтобы воспитать поколение людей, выкованных из небесной стали. Людей, которые выросли в новом мире, у которых сзади нет ничего за спиной, а впереди только история нового государства. Чудовищная катастрофа заключалась в том, что они были предельно пассионарны, эти люди. Практически все они сгорели в войну. И когда победа была одержана, ему не с кем было строить новый мир. Не с кем. Почти никого не осталось. А для того, чтобы выросли новые поколения, которые уже были наследниками победы, надо было еще 20 лет от 1945 года. А их не было. Вся сталинская индустриализация — это Америка, это Германия, это Франция, это покупка огромного количества технологий. Это примерно как в петровские времена отправка, только много масштабней. Целая армия специалистов на обучение за рубеж. Это привлечение сюда всеми правдами и неправдами западных специалистов. Это максимальная интеграция всего, до чего мы могли в то время дотянуться, в ткань новой России. Эта интеграция нас и спасла. За счет этого мы за 10 лет и пробежали 50 или сколько там, сейчас посчитать невозможно. Именно за счет этого мы смогли победить и в войне. И помимо экономики, точно с такой же интенсивностью, неслыханной вообще нигде не виданной в мире, и большевики, и Сталин во главе них втягивали сюда
мировую культуру. Поэтому джаз. Джаза была тут хренова прорва просто. Любого. Был он качества, ну, весьма среднего. Но надо понимать, что он и на Западе тогда был качество весьма среднего. В Штатах джаз в 20-е, 30-е годы это все-таки по большому счету музыка изгоев. Это музыка бедных, это музыка черных, это то, что не считывается там. Тогда еще даже крунеров не было. Крунеры великие американские появились позже, но там Бин Кросби там и так далее. А джаз это не, ну, это не камильфо. Но он народный, у него колоссальные корни. Именно поэтому он пробивается и в Европу тоже. И становится музыкой весьма обширно распространенной. Музыкой еще не существующего среднего класса будущего. То есть музыкой такого подавляющего большинства. И многие композиторы, не знаю, там Стравинский, Дебюсси, высказываются насчет того, что джаз — это сила. Джаз — это сила, в нем нет берегов, просто его нужно оккультуривать. Его нужно приводить к общемировому некому знаменателю, не убивая его идентичность, но дав ему почву для развития. И тогда в джаз приходят симфонические группы дополнительные и начинают формироваться постепенно биг-бенды. И вот здесь появляется тот самый джаз, который будто бы мы примерно воспринимаем как старый джаз. Ну там Глен Миллер, Лес Браун, Каунт Бейси, Бенни Гудман и так далее. Вот эти огромные биг-бенды. Вот это тот джаз рафинированный, в котором огромное количество прекрасно слаженных музыкантов, это фактически военизированные подразделения. Это кроме шуток, потому что та дисциплина, которая царила у Глена Миллера, она была запредельной. То есть невозможно было ни опоздать на репетицию, ни прийти в носках неподходящего цвета. Этого ничего было сделать нельзя. Уж не говоря там о выученной партитуре, это просто не обсуждалось. То есть там в биг-бендах во всех западных царила войсковая дисциплина. То же самое было и здесь. То же самое. Так вот, Сталин, он предпочитал лучше перекормить, чем недокормить. Поэтому любые активности, тот же самый Утесов, который сделал с Дунаевским, с Исааком Дунаевским, сделал несколько серьезных программ, начиная с 30-х годов, прям с 29-го года, джазовых программ, таких эстрадно-исполнительских программ на джазовой такой платформе. Потом фильм «Веселые ребята», понятно, все это вкупе. Это формировало такое пространство советского такого джаза. Но он был слишком такой, у самовара я и моя Маша. И Сталину это не сильно нравилось. Сталину вообще все это не сильно нравилось, потому что он был все-таки сторонником классической формы, мы это видим по сталинской архитектуре. Вот, хорошо бы к нему отправить на перевоспитание всех главных архитекторов города Москвы за последние 30 лет. Но я думаю, что так и случится. Они же там окажутся. Вот. И Сталина все это не устраивало. И тогда он ставит задачу простую, понятную, как все решали большевики. Но они же были звери, люди ограниченные, понимаете? Кровожадные чудовища. Для них какое-то там поступательное развитие было недоступно. Они этого не понимали. Он ставит простую, понятную задачу. Сделайте мне, соберите мне биг-бенд, усильте его максимально теми секциями звуковыми, духовыми, инструментальными, которых нет у западников. Ну, наши усилили сразу, там была секция банджо, гитарная, дополнительная. Это вот, это же надо понимать. Это сейчас, может быть, смешно звучит, но это конец света. И, естественно, собирается коллектив авторов. Там братья Покрас, Кушневицкий, Дунаевский, все остальные, всех кого там, Блантеру поручается прямо кураторство управления этим оркестром. Ну, помимо Кушневицкого, как руководителя Госджаза СССР. И ставится задача создать, ну вот вы вдумайтесь, ставится задача создать репертуар. То, что они могут играть, все, что они захотят еще западное, это само собой. Но надо создать свой собственный репертуар. И товарищ Сталин еще ставит такую задачу. Давайте это как-то все-таки будет отличаться. Давайте это будет все-таки не совсем джаз. И он спрашивает, как он обычно с людьми культуры разговаривал, да? А что вы можете предложить нам, товарищи композиторы? И товарищи композиторы предложили Сталину симфо-джаз.
То есть объединить всю мощь симфонической музыки с джазовым исполнением. И поэтому, когда состоялся первый концерт Госджаза СССР в колонном зале Дома Союзов, первую вещь, которую они играли, это была увертюра к детям капитана Гранта Исаака Дунаевского. И никто не пришел в ужас от того, что эта увертюра, написанная книги западного содержания буржуазного, что там какие-то буржуазные дети ищут какого-то потерявшегося буржуазного капитана на буржуазной яхте, буржуазного лорда Гленарвана, и все они вместе, да, подчиняя себе по очереди то одни, то другие полуосмысленные племена, двигаются только лишь ради того, чтобы спасти какого-то там, ну как бы он не был хорош, там, шотландца, ирландца и так далее. Поймите, это никого не смущало. Сейчас в шок и трепет повергает все. Можно ли заменить букву «ё» на букву «ё», можно ли использовать слово там суицид, еще что-то. То есть страшные вещи происходят. Да? Цензуре подвергается все. Мы пару лет назад тройку насмехались над американцами, которые изымают Марка Твена из библиотек. Какой Марк Твен? У нас изымают из библиотек, наверное, уже Пушкина. И в общем правильно. Я считаю. Так, собственно, представляете себе, что такое было создание этого Госджаза? Как вы думаете, кто был приглашен на первый концерт? Ну вот этот тиран, этот восточный деспот, кого он мог позвать? Вот этот ограниченный человек с усами, низким лбом, с вечной курительной трубкой, который все время ходил во френче, его никто никогда не видел во фраке, в сапогах начищен. Ну вот кого он мог позвать? Ну кого? Ну, понятно, все военные атташе, все послы, все культурные представители, всех, кого смогли сгрести в Москве со всего мира, всех собрали. Их состояние во время концерта было, ну, примерно сродни такому тяжелому вот токсическому отравлению. То есть они вообще не могли понять, что происходит. Слаженность, конечно, была идеальная. То есть сыграно это все было как церковный орган. Звучало это неимоверно, потому что по числу даже исполнителей звуковых это превосходило на треть западные биг-бенды. Но вся эта вот колоссальная мафия, она же играла не джаз. Вы помните эту увертюру к детям капитана Гранта? И весь концерт примерно был построен из таких произведений. Это было что-то, ну вот, сошествие Господа нашего всемогущего на землю. И они не могли понять, что происходит. Они вообще не могли понять, для чего все это организуется. И они потом так сказали, да, оценили, что прекрасно, да, замечательная витрина нового такого модернистского советского джаза. На самом деле они были потрясены тем, что государство последовательно, не имея никакой финансовой выгоды, а ведь все-таки мир Запада – это мир капитала, не имея никакой финансовой выгоды, последовательно и бессмысленно тратит деньги на воспитание населения, а не на его оглупление и на его культурное просвещение. То есть вот это было прямо самым настоящим шоком. А теперь давайте вспомним, что помимо Госджаза СССР, который был вот такой колоссальной махиной, созданной для того, ну как, он гастролировал, у них были огромные гастроли по Дальнему Востоку, по России, то есть все то время до войны, которое им было отведено, они занимались вот пропагандой, то есть на них работал огромный штат советских композиторов, формировались программы, они выступали. Но помимо этого, тот самый Сталин, он же не мог на этом остановиться. Он создал Госджаз РСФСР, и руководил им небезызвестный вам товарищ Утесов. И он создал еще Госджазы всех союзных республик. Вы представляете? То есть вот это настоящая такая чудовищная деспотия, когда подавляется воля каждого отдельного гражданина и всех заставляют слушать джаз. Ну, вот сатрапия, понимаете, восточная сатрапия. Все эти оркестры, они были укомплектованы серьезными профессионалами. И давайте теперь поймем. Мы не знаем, любил Сталин джаз или нет. Мы знаем, что он любил народную музыку, он любил, реально прям любил Козловского,
мог сходить оперу послушать. Вот любил ли прям он джаз, буквально непонятно. Прям таких свидетельств нет, и не стоит их высасывать из пальца. Но он понимал простую вещь. Если мы везем сюда армию западных, понимаете, я пытаюсь просто связать вещи, которые совершенно, не очевидны. А когда ты их связываешь, ты начинаешь понимать, что это была осознанная политика. Вот в осажденной крепости постоянно была осознанная политика каждого дня. Смерть могла наступить в любой момент. Если бы их смяли, большевиков, вырезали бы всех до 7-го колена. А нас бы расчленили уже окончательно, потому что они пытались это сделать, когда была гражданская война, когда тут была Антанта всех мастей, интервенты были всех мастей. И вот они, находясь в этом состоянии предельного напряжения, предельной готовности, при этом тотально занимались культурой. И Сталин понимал, если мы втягиваем сюда огромную армию западных специалистов среднего возраста, с детьми, с женами, мы обязаны показать, что мы живем ровно в том же пространстве, что они. Потому что через 5 лет они уедут отсюда, кто-то через 10. Их же тут не держали, у них прекрасные условия были работы. Они уедут туда и будут рассказывать, что там не ходят медведи, а те, которые ходят, они все с саксофонами, как один. И так же и было. Вся Москва была наводнена медведями с саксофонами. Кроме того, Сталин понимал, что если мы сублимируем всю мировую культуру и начнем ее издавать реально большими тиражами, с огромными аналитическими статьями, вспомните, как это все издавалось. Этому предшествовали прологи, эпилоги, научные дополнительные работы. Если мы так будем издавать мировую литературу, если уровень перевода будет очень высокий, если это книжное дело, если в музыке мы будем брать какие-то западные стандарты и переигрывать их, или любые классические произведения здесь исполнять нашими симфоническими оркестрами, качество исполнения должно быть запредельное, и качество переноса куда? На винил должно быть запредельное, но винила не было еще, шелок, да? Должно быть запредельное, то есть это все должно быть лучше, чем там. Лучше, чем там. Многие фантасты приезжали сюда уже потом, послевоенные годы, писатели, фантасты, представители детской литературы, та же Астрид Линдгрен, не устаю говорить, она всегда говорила, конечно, в переводе Лунгино и Карлсон, куда как интересней. И это была правда. И Саймак говорил, что да, как-то конечно, на русском мои романы куда как бойчее. А кто работал переводчиком, кто работал аранжировщиком? Это были люди уровня абсолютно сравнимого с создателями первоисточника, но чаще превосходившие его. И это была обыденность советская, обыденность. Сталин ставил задачу, и она обыденно вот так решалась. Мы все собираемся завтра в 9 утра и пишем репертуар Госджаза СССР. А послезавтра с 2 часов дня все собираются, из гениев, естественно, остальные на завод, и переводят кого? Шекспира, нашего Вильяма. Это не просто невозможно сейчас осознать, и не только западным умом, потому что в этом нет прибыли. Там не было денег, в той системе не было денег, они вообще не существовали там. Они существовали просто как знаки расчета. Но были задачи, неимоверные задачи, которые надо было решить. Вот была задача музыкального воспитания, ее решали. Была задача, чтобы джаз вышел на такой уровень, чтобы он не был музыкой какого-то, как в Америке его называли, музыкой белого отребья или черной вообще голытьбы. Нет, чтобы он был джаз, такой же джаз. Вот так решалась эта задача. Кстати, сразу надо сказать важную штуку. Очень много говорят, Сталин после войны всех загнал за Можай, джазменов разогнал, всех постреляли в канаве и так далее. Слушайте, после войны союзники нам показали козью морду. Размером с половину земного шара. После войны, прям еще война не закончилась, американцы уже пытались, выходя фактически на человеческие жертвы, оттяпать у нас часть островов, которые должны были перейти нам, японского архипелага. Это все происходило прямо сейчас.
Прямо сейчас, в 1946 году, Черчилль пришел с проектом военной операции «Немыслимая» по ядерной бомбардировке Советского Союза. Это же не является какой-то идиотской сказкой безумной, но это факт. Он пришел к Труману, они это обсуждали, Труман сказал: нет, ну это прекрасно, но у меня нет столько бомб. Он просто понял, что Черчилль фантазер, потому что у Трумана их было 5, а надо было 30. Понимаете, ужас. Это запредельный ужас. И в этом ужасе надо было продолжать жить со всеми понесенными потерями, с полностью уничтоженной европейской частью нашей страны. И Сталин, будучи исключительно практическим человеком, практического склада ума, он принимает решение: хорошо, у нас нет союзников, ну значит нам не нужен джаз. Все очень просто. Все очень просто. Но коллектив-то сохраняется, музыка-то сохраняется, все это остается. Все коллективы, они все остаются, они все продолжают свою вот эту песенно-эстрадно-театральную деятельность. И Утесов вообще всегда говорил, что мы никогда не воспринимали джаз как буквально джаз, потому что это не наши корни. Они хорошо это понимали. Они были высокопрофессиональные музыканты, композиторы и исполнители. Они говорили: ну так же нельзя, мы же так не можем. Эта музыка реально, корни у нее американские. Мы берем ее, переосмысляем. Мы пишем свои ноты, свои тексты, вносим свои смыслы. А параллельно с этим мы играем западные стандарты. Поэтому у нас Глен Миллер абсолютно вписан в ткань нашего бытия. С джазом еще вот какая история случилась. Тоже чрезвычайно такая трагическая и очень сильно подчеркивающая вот эту суть советской культурологии, вот этого огромного культурологического проекта. Когда началась война, совершенно понятно, что все джазовые оркестры были переведены под управление Наркомата обороны. Его отдела, который занимался обеспечением культурного досуга в войсках, буквально на фронте. Все они стали военно обязанными, и все они в той или иной степени выдвинулись на фронт. Госджаз СССР тоже эту же миссию принял на себя, и значимая часть исполнителей погибла в 1941 году в котле под Вязьмой. А Госджаз СССР прям в таком виде восстанавливать после войны не стали, потому что потери были слишком существенные в личном составе. Главным оркестром джазовым на после войны был Госджаз РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, под управлением Леонида Утесова. 9 мая 1945 года это вот этот оркестр давал концерт перед Манежем, прямо вот на этой площади, гостиница «Москва», Манеж, вот здесь. При огромном стечении народа, неимоверном, прямо вот 9 мая Утесов там со своим оркестром давал концерт. Надо понимать вот еще что. Запреты послевоенные, какие-то, казалось бы, метания, то, что, про что Козлов тогда скажет время спустя, ну, великий наш Козлов, саксофонист и джазмен, скажет, что это было время распрямления саксофонов, ну, как бы в горны, в трубы. Это все тоже лукавство. Это лукавство. Ситуация внешнеполитическая диктовала внутриполитический уклад. И поэтому, как только Запад реально оскалился, как только они в 1946-1947 году показали свой истинный нрав, который и так был известен, но была иллюзия, даже у Сталина была, вероятно, некоторая иллюзия возможности потепления отношений и возможности построения мира, в котором будет то самое пресловутое сосуществование мирное двух систем. Оказалось, что это абсолютно невозможно. Но к чести большевиков, что надо сказать? Что в целом культурный тренд сохранился. Издательство «Наука» в послевоенное время с каким-то неимоверным остервенением до конца Советского Союза, и даже сейчас это все еще живо и все еще уцелело, я не знаю, чьими молитвами, красных богов, наверное, издавали всю классику мировой, духовной, эзотерической, общехудожественной литературы, издавали, и издавали, переводили и переводили. Одних только томов индийской религиозной литературы, по-моему, там за 30 штук.
Вы вдумайтесь, зачем это было большевикам? Ну зачем? Ну ладно, там Сталину, там, и дальше там Хрущеву, там Брежневу, неважно, кто бы ни был из них. Им зачем вот Упанишады издавать? Ну зачем? Этого никто не может понять. Точно так же, как никто не может понять истории, о которой я не устаю говорить. Начиная с 1965 года Государственный симфонический оркестр СССР под управлением Силантьева и фирма «Мелодия», и надо понимать, что фирма «Мелодия» на пике могущества, это не вот завод, который хреновые апрелевские пластинки печатает. Это мегагигант, который является по объему третьим в мире. Третьим в мире. Фирма «Мелодия» и Силантьев с этим симфоническим оркестром Советского Союза, они предпринимают проект по изданию всей мировой классики, когда-либо написанной. И «Мелодия» все это печатала, и все это продавалось. И записывались вещи, которые при жизни многих композиторов, вдумайтесь, не только наших, западных, всех издавали, всех, которые никогда не звучали. Записывались вещи, которые сами авторы даже не смогли услышать при своей жизни. Они остались только в партитуре. Все это, потому что не было денег, не было возможности. Все это разучивалось и записывалось, и продавалось. И по сегодняшний день это в виниле единственный мировой носитель, который у коллекционеров на всем земном шаре чрезвычайно ценится. Это был Ленинградский завод, он в особенности много издавал. Ленинградский завод грамзаписи, эти желтые лимонные яблоки. Это, конечно, Москва, впоследствии Московский экспериментальный завод, это Рига, Алма-Ата. Вот этим занимались Советы. Если все это собрать в кучу, все то, что было потрачено на культуру, и превратить в денежный эквивалент, который можно было бы продать, я думаю, мы все в той или иной степени ужаснемся. И из сегодняшнего дня, из состояния людей вынужденных, да, ну мы живем в таком мире, это токсичная среда, она агрессивная, мы же не можем полностью от нее отказаться. Из этого сегодняшнего состояния это сравнимо с безумием. Либо с чем? Либо с чем? С миссионерством. Большевики были самые верующие люди на земле. Более религиозной власти никогда не существовало. Никогда. Будет ли еще? Да, у нас, возможно, на новом витке истории. Но более религиозной власти не существовало никогда. Это были настоящие фанатики, которые с отчаянием обреченных пытались вколотить в каждую голову хоть что-то из мирового культурного наследия. Конечно, когда Фурцева говорила, что у нас каждый тракторист знает Пушкина, это в некотором смысле было лукавство. Но каждый тракторист и действительно знал Пушкина. Просто каждый тракторист не мог Онегина прочитать целиком. Или Вия целиком, как Борис Бабочкин. Кстати, настоятельно рекомендую. Ничего страшнее в жизни не слышал. Бабочкин так читает Вия один. Найдете старое радио, это все в интернете есть. Он просто жуть берет. Тот самый Бабочкин, который Чапаев. Откуда такое отчаянное сопротивление реальности? Откуда такая неимоверная воля к тому, чтобы научить людей, темных абсолютно? Откуда такая воля? И для чего она, главное? Она для чего? Ведь дураками управлять-то проще. Я всегда прошу, когда мы встречаемся, когда вот бывают такие лекции, когда какие-то такие разговоры случаются, какое-то такое общение, я всегда прошу вот об одном. Вы подумайте, подумайте потом, подумайте, зачем. Это не ложится ни в какую логику. Во-первых, я еще раз повторюсь, дураками управлять сильно проще. Каждый грамотный – это проблема, серьезная проблема, потому что он умеет читать, он начинает задавать вопросы. Много грамотных, много вопросов, много книг, много пищи для размышлений.
расширенный кругозор, театры, кино. Все это вместе создает ощущение того, что ты что? Значим. Что ты значимое существо, что ты человек. У тебя есть собственная проявленная воля, способность к осмыслению мира, самозначимость и самодостаточность. И ты можешь формулировать и вовне декларировать смыслы. Это власти. Зачем? Это какой власти и когда и где было нужно? Ну, хорошо, там, да, знаменитый пример иезуитов в Парагвае, хорошо. А что-то еще? Ничего. И когда вы все это соберете вместе в голове, а оно будет всплывать у вас, ну, такими кусками, там где-то услышали, здесь что-то услышали, кино посмотрели, еще что-то, вы будете понимать, что эта абсурдность может быть вызвана только одним, только миссионерством. Вот Госджаз СССР это было миссионерство. Он никакого черта не нужен был Сталину. Советскому народу может быть. Может быть. Но и то вопрос большой. Знаете почему? Потому что ровно в то время, что давлело в обществе, было очень хорошего качества и прям вот духоподъемное. Песни, вот ежедневные песни, вот вся эстрада того времени, она же состоит из веселящего газа. Вот это утро красить нежным светом, вот это все. Это же в чистом виде веселящий газ, понимаете? Даже водку пить не надо. Так от этого хорошо. Джаз это просто, ну, подрасцветить. Фокстроты и все прочее. Веселые ребята, вот фильм «Веселые ребята», помните? В каких-то картинках он у вас перед глазами проходит. Ну вот это фильм-то о чем? Ну о чем он? Он вообще зачем? Почему было не снять-то 3 щорсов вместо него? Но ничто не отменяло, одно никогда не отменяло другое. Что еще важно? Джаз в СССР, он не погиб. Ни в 40-е послевоенные, ни в 50-е годы. Он вполне себе расцвел, он вполне себе занял свою нишу. У нас значимое количество и по сейчас серьезных мастеров джазовых. Но что мы видим? Давайте по-честному, вот так вот, прям буквально, по-честному. Что мы видим? И тут надо сейчас отрешиться от амбиций, от того, что мы там 2 раза по 10 лет подряд выигрывали в хоккей, вот от этого всего, понимаете? О том, что вода течет всегда, куда скажут большевики. От этого надо отрешиться. Что важно? Ну, джаз — это не наша музыка. Вот я страшенно его люблю, но это не наша музыка. Можно убиться головой о бетонную стену, он здесь популярность, как в Америке, не приобретет. Но Утесов с его песнями, с той же «У самовара я моя, и моя Маша» и все остальное, он постоянно крутится в сознании. И он здесь будет вечно, вытравить его ничем нельзя, он всегда актуален и хорош. И «Катюша», которая впервые прозвучала до войны, естественно, это же не была песня войны, была довоенная песня, которая прозвучала тоже в исполнении впервые Госджаз СССР на том самом концерте в колонном зале Дома Союзов, она тоже растворена в крови. То есть джаз у нас это все-таки нечто, ну, экзотическое. И вот он живет здесь и посейчас ровно ту жизнь, которая ему тут отведена. Ну, вот, с полным карт-бланшем, ну, сколько есть. Вот сколько он может съесть, столько он съедает. Точно так же, как вряд ли мы потрясем мир таким серьезным русским блюзом, понимаете? Чтобы прям загнать, заможать там и всех Гарри, и всех Кингов, и всех Биби, всех вот прям так, чтобы мы их задавили и сказали, что, честно говоря, это наша музыка, наша. И вот здесь из средней полосы она пошла, и вот в основном Рязанская школа ее продвигала. И вот это настоящий блюз, это вот это такое тяжелое такое звучание, сумрачное. Мы заражены, я повторюсь, вот этим геном серьезной культурологии, поэтому он передается нам от советского времени, поэтому все, что мы видим, мы воспринимаем как свое, а потом мы осмысляем, отдаем ему какое-то место. И вот это место он у нас занимает. То есть мы открыты всему, но остаемся сами собой. И это тоже сделано большевиками. Потому что, конечно, смешно говорить, что Толстой писал при Сталине. Но мы пытаемся передергивать историю, пока у нас не получается. Вот. Но мы пытаемся, мы работаем над этим. Конечно, смешно об этом говорить, но мы-то говорим о другом, о том, что тогда его слышали там
Десятки тысяч, может быть. А сейчас знают все, хотя и читать уже не хотят. Но это нелегкое занятие читать Толстого, неважно. Вот. Вот это суть сегодняшнего разговора. Это главное, что я хотел сказать. Если это удерживать в голове, если об этом помнить, то всякие неожиданные штуки, которые возникают, они, когда мы натыкаемся на какие-то артефакты советского времени, они хорошо это объясняют и подкрепляют. Это не для того, чтобы там рвать волосы на голове или их остатки. Не для того, чтобы там убиваться по любому поводу и говорить, что больше никогда не будет века процветания. Да все будет. История циклична. И это для того, чтобы понимать, носителем чего мы являемся, к какому источнику мы в полной мере через какое-то время прибегнем и откуда можно черпать силы. Вот в 1985 году Говорухин снял «В поисках капитана Гранта» здоровенный 7-серийный фильм. Он абсолютно медитативный. Сейчас такое кино снять невозможно. Он погруженческий. 7 серий. Ты шаманаешься с этой бандой героической между индейцами, там, корейцами и всеми на свете. Все это медленно, тягуче, все это спокойно, и все это пронизано. Говорухин не позволил себе пойти и заказать кому-то там новую музыку. Он взял ту самую из того старого советского фильма «Увертюру» и на ней построил все музыкальное сопровождение. Потому что Говорухин понимал, возможно, величие меня распирает, сам себе говорил Говорухин перед зеркалом. Возможно, я являюсь властелином вселенной, но я не могу этого показать, потому что люди не поймут. Мне придется взять этого доисторического Исаака. Имя-то какой Исаак, понимаете? Вот, и так все. И когда вы на такие вещи натыкаетесь, когда вы натыкаетесь, например, сталинское издание Гоголя многотомное, а обложечки все рифленые все обложечки. А по тем временам это сложно, это не то, что сейчас, это все трудно, это деньги. И эти деньги, вот самое еще потрясающее, не выражены в стоимости книг. И стоимость производства всей культурологии советской никогда не была выражена в стоимости культурологии. Я периодически имею споры с монархистами. Это странные люди, у них определенные есть системные повреждения определенных участков головного мозга, но это не влияет на их функциональность. Они здороваются с вами и даже могут пить чай. Они мне говорят, вот не было книг. Не было. В Советском Союзе были огромные тиражи, печатали только Брежнева, ну, при Сталине, в основном Брежнева печатали. Вот. И ничего нельзя было купить, кроме газеты «Правда». Я говорю, а как же вот тиражи же, вы же сами говорите тиражи, давайте поднимем. Значит, все сейчас можно поднять. 500 тысяч там Гоголя одного издания, ну это там запредельное, это сейчас даже стыдно называть, потому что ну, мы можем смотреть на это как на другую цивилизацию. У нас же сейчас карго-культ книжный. 3000 это уже страшный успех. Так вот, существовала огромная система дотации, она простиралась на все абсолютно. От батона хлеба и пакета молока до книг, виниловых пластинок, авиабилетов, кстати говоря. Вообще на все была дотация государства, тотальная практически. И, конечно, когда вот этот спор возникает с людьми, которые не хотят, я не зря упомянул письмо Прилепина Сталину, ну это не Прилепина, а как бы либеральная интеллигенция. Они говорят, ну а что, зачем было надрываться-то, зачем было 9 миллионов Гоголя печатать, к примеру, или еще что-то. Печатали бы 100 тысяч, продавали по 10 рублей том. И люди не в состоянии понять того, что задачей не являлась прибыль, задачей являлось то, чтобы Гоголь по возможности оказался в каждом доме. Вот это было задачей. И так было во всем. И поэтому этого всего, потому что оно было сверхдоступно, его буквально, вот буквально даже при таких тиражах и при таких объемах не хватало. Потому что государственная пропаганда вот в такой вот рупор орала, что в каждом доме должны быть книги, пластинки, дети должны ходить в музыкальную школу, до 90% да, учеников одного класса должны играть на скрипке, остальные на гобое. И это все обязательно, потому что если они не играют на гобое, это не советские люди. Не советские люди, понимаете? Извините, у меня мама на банджо. На банджо. Это буржуазная музыка, чтобы вы понимали, да?
Вот так вот. Да. Входила в состав банджо, секция банджо входила в состав Госджаза СССР. Если бы я задавался вопросом и спрашивал у них, я говорю, а если бы СССР на каждом пакете молока, вот этом треугольном, писала, что он стоит для гражданина Советского Союза 16 копеек, а государство обходится в 24. Я говорю, это бы сработало? Это я спрашивал абсолютно без иронии, продолжаю всех спрашивать. Или книга там рубль 30, или 3,70, что-то такое. Непонятно, буквального ответа нет. Возможно, советское общество в принципе это не восприняло бы. Потому что, а почему? А зачем нам это знать? Нам это знать не надо. Мы живем в стране победившего социализма. Мы первое в мире государство рабочих и крестьян. Это я вам транслирую, как будто бы оттуда. Понимаете, сигнал только доходит. И еще творческой интеллигенции. А нам зачем вот это все? Это вы нам дайте, это наше. Представляете? В 2014 году пришли бы крестьяне в Зингер, в Питере, и сказали, вы нам это, вот что у вас там книжное-то есть, вы давайте нам это все, давайте. И они бы отправились бы сразу куда надо. А прошло там 30 лет, и черти знает, что творится. И это нам дайте, и это дайте. И вот в войне победили, да, подняли страну за 10 лет. Страшным напряжением сил, но сами люди осознавали ли это? Вы представляете, какое было напряжение в обществе, какой был нерв, насколько все были заряжены. И все воспринималось, ну как, ну вот так должно быть. А потом начался великий советский проект «Все лучшее детям». Он оборвался в войну, а после войны набрал неимоверные обороты. Когда у нас за лето там по 20 там, миллионов детей выезжало в пионерские лагеря. Это же все за чей счет-то? И это все воспринималось как естественное. Вот тоже еще, вот я всегда призываю помнить об этом. И сейчас еще два совершенно неожиданных культурологических примера приведу. Я всегда призываю помнить об этом. И люди говорили, не, ну это так-то наше, это Конституция. Вы охренели, что ли? А вы вот еще вот нам давайте. А соразмерность уже не определялась и не чувствовалась. И когда мы снимали «Освобождение», например, эпопею освобождения снимали. И когда для этого не было танков, их делали, не было тигров, не было пантер, их сделали, не было того. Построили там. Берлин еще полностью был, как говорится, в наших руках. Только-только они там попискивали насчет того, что, значит, надо дать им разрешение, наконец, на реконструкцию. Ну, как раз Озерову сказали, ну, иди, блядь, поезжай, доламывай, что осталось там. И он там долбасил из всех видов оружия прям по реальным зданиям. Ну, надо было собрать войсковые подразделения нескольких армий. Ну, что делать? Надо снимать кино, сказали генералу. Ну, значит, соберем. Что надо, соберем. Конный полк надо было создать. Конный полк, ЦСКА. Для чего? Для какой картины? Ну, этот, «Война и мир». Это ж вот, который Тургенев уже написал, да? Тургенев написал «Война и мир». Да, точно. Кстати, Алабинский полк существовал до последнего дня советской власти. Так точно. Ну, Жуковский-то жив до сих пор. Жив. Вот, и, ну, создали конный полк. А в чем проблема-то? А с экономической точки зрения это самоубийство. Это все сплошное самоубийство. А конный полк для чего создали? Да что это? Вот. Люди, которые занимались бы кино, они сказали, что идиоты, что ли? Для того, чтобы сцены конные снимать. А для чего конный полк-то создают? Нам нужны конники, кавалеристы. Какие? Настоящие. Настоящие, которые могут проскочить и операторов порубить в пылу атаки. О, ладно. И так все. И так абсолютно все. И когда, чтобы не заниматься уже бесконечным там словословием, да, но тем не менее, когда об этом думаешь, понимаешь, что это действительно, это было миссионерство, в чистом виде миссионерство. Никак по-другому это объяснить нельзя. Так же, как и странный выверт нашей эстрады, уж коль мы постоянно говорим о музыке, когда встречаемся, что только вот в Советском Союзе, ну так, в социалистическом лагере, в Советском Союзе вот это доминировала странная вещь, что поэт всегда был впереди композитора. На Западе же наоборот все. Потому что главная мелодия, а слова могут быть любые. Если это, не будем усугублять, если это не какие-то рокерские проекты, не какая-то андеграундная музыка и так далее. Но вся попса, она построена по такому принципу. Впереди композитор, сзади поэт. Поэт под композитор. У нас все было наоборот.
Потому что если бы Георг Оц вышел и спел за деньги, да, но Георг Оц пел поэтические произведения, пропевал. Вот, спросите что-нибудь. Я бы тоже не стал ничего спрашивать. После того, хорошо пойти напиться, но мы же люди нового жизненного уклада. Мы вот на Авроре в Эре занимаемся чем? Мы рассказываем о том, как обустроить новую будущую Россию. Так что, если доживем, мы вам покажем. Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.